Доброго времени суток всем комрадам. Близится лето, и что-то тяжелое и большое носить будет неудобно, как никогда актуальными будут компактные и легкие моды. Поэтому на тест я собрал 5 лучших, по моему мнению, из новых бюджетных однобатарейников, сравниваем и выбираем. Устройства приехали ко мне из магазина Heaven Gifts, ссылки будут в описании к видео. Кроме собственно самого бокс-мода и бачка, во всех наборах есть USB шнуры для зарядки и прошивки, инструкции, гарантийки, запасные уплотнительные кольца и по 2 сменных испарителя к баку. У Tarot Mini, Prima Mini и G80 также есть запасное стекло. Pico Resin поставляется в прозрачной пластиковой коробке, чтобы было видно его расцветку. У всех устройств есть проверочные скретч-коды. Каждый экземпляр бокс-мода Pico Resin будет иметь уникальную и неповторимую окраску. В моем экземпляре преобладает синий цвет. Наборы доступны в различных цветовых вариантах. Больше всего различных вариантов у Smok AL85. Абсолютно все бокс-моды из данного обзора имеют хорошие быстрые платы, отличный современный функционал и поддерживают обновление прошивки. Комплектные бачки поставляются с необслуживаемыми испарителями и будут интересны только новичкам и любителям готовых решений. У всех баков верхняя заправка, самая удобная у G-Tech ProCore Aries и у Smok TFE8 Baby, самая неудобная у Smok Spiral Stang. Бак от G-Tech имеет диаметр 25 мм и самый большой объем. Все остальные баки имеют диаметр 22 мм и объем около 2,5 мл. Все баки разборные, их можно помыть или сменить стекло. У G-Tech дриптип не снимается, у остальных баков 510-е дриптипы и довольно неплохие. У бака от Vaporessa сменники самые маленькие, и они будут бюджетными. Есть варианты как на керамике, так и на хлопке. Вкус у всех вполне стандартный для вертикальной необслужки, и конечно же он не сравнится с хорошими обслуживаемыми атомами. Ко всем кроме Vico можно приобрести обслуживаемые базы. Также обнаружилось, что бак от G-Tech и Smok TFE8 Baby полностью совместимы между собой по испарителям. Эти два бака и самые навалистые. Самый скромный по навалу бак Smok Spirals. У бака от Vaporessa забор воздуха сверху и обдув может немного посвистывать. У всех баков плавающий плюсовой пин, на гибридных мехмодах их использовать не стоит. У всех бокс-модов скругленная эргономичная форма корпуса, в руке лежат удобно все, но самый удобный для меня Prima Mini. Tarot Mini самый высокий и к тому же у него самое маленькое основание. Есть большая вероятность того, что он будет опрокидываться на столе. AL85 и Pico самые низкие по высоте, но довольно широкие. Бокс-моды от Smok G80 и AL85 заметно толще остальных. У всех бокс-модов стальной коннектор и подпружиненный плюсовой пин. Все атомы накручиваются нормально, нареканий нет. Tarot Mini в принципе можно использовать и с баками 24 мм, но будут небольшие свисания со сторон. На Pico накрутить атомы шире 23 мм просто невозможно. У AL85 кнопка необычная, она нажимного типа и реализована очень достойно. У всех кроме G80 кнопка Fire тоже удобная. У G80 она расположена очень близко к кнопкам плюс-минус. У Tarot Mini также есть дополнительная кнопка, но она более утопленная и очень мелкая. У Pico кнопки плюс-минус расположены неудобно, снизу бокс-мода. У всех бокс-модов кнопки тихие. У Tarot Mini и Pico экраны самые яркие. У Prima Mini и AL85 самые большие. Нарекания есть на экран G80. Свечение у него тусклое и на улице будет плохо видно. Управление Vaporessa Tarot Mini. Управление G-Tech и Vic Prima Mini. Управление Smok G80. Управление Smok AL85. Управление Live Pico Resin. В целом электроника у всех модов очень достойная. Все платы быстрые, аккуратные и мощные. Никаких задержек, практически линейная характеристика,
Замер сопротивления тоже точный у всех. Понижайка работает правильно. Единственное замечание, что на экстремально низком сопротивлении 0,1 Ом все платы немного не дотягивают, но на остальных сопротивлениях все хорошо у всех. Из особенностей самый линейный выход у Prima Mini и Pico. Ниже 0,1 Ома в режиме варивата может работать только Tarot Mini от 0,05 Ом. Температурный контроль работает правильно у всех, и у всех есть возможность изменять вручную температурные коэффициенты сопротивления материалов. У всех, кроме Tarot Mini, можно вручную устанавливать максимальную мощность для режимов температурного контроля. Зато у Tarot Mini есть режимы CCT и CCV, в которых можно плавно настроить нужную температуру или мощность. Для первых 5 секунд затяжки задаются 10 значений с шагом полсекунды. У всех модов есть возможность обновления прошивки. Разъем зарядки microUSB у всех бокс-модов расположен в удобном месте. Также все моды могут работать в процессе зарядки. Автономность самая лучшая у Pico, самая посредственная у SMOG G80. Самая быстрая зарядка у Prima Mini 2 ампера, самая медленная у SMOG AL85 и G80. Также я столкнулся с неприятным фактом некоторого перезаряда аккумулятора у AL85. Вполне возможно, что это единичный косяк, но так быть не должно. У Tarot Mini крышка на магнитах, у G80 фиксируется двумя подпружиненными шариками. Крышки держатся хорошо, люфта нет. У G80 вытаскивать аккумулятор удобно, у Tarot Mini его нужно поддевать или вытряхивать, потому что садится он глубоко, а ленточки нет. У AL85 и Pico крышка отвинчивается, а у Prima Mini она откидная, что более удобно. Все крышки фиксируются надежно. У всех модов контакты реализованы хорошо и один из контактов подпружиненный. Также у всех есть обозначение правильной полярности. У Tarot Mini корпус анодирован, боковые вставки защищены стеклом, но также есть участки, покрытые лаком, которые могут царапаться. У Prima Mini поверхность под нержавейку и наклейка из карбона. Поверхность немного рельефная, не маркая, не скользкая и приятная на ощупь. У Pico основная часть корпуса выполнена из полимерной смолы уникальной расцветки. Поверхность бархатистая, теплая и практичная. А вот у бокс-модов компании SMOG G80 и AL85 с покраской беда. Краска будет довольно быстро облезать и царапаться. У G80 вентиляционное отверстие сбоку, у AL85 есть только щель разъема зарядки. У остальных модов вентиляционное отверстие снизу. Главное отличие Pico Resin от обычного Pico — это ощутимо меньший вес и более приятная поверхность корпуса. Joyetech тоже наконец-то сделала легкий и удобный мод. Высоту Tarot Mini точно такой, как Tarot Pro, а в ширину точно такой, как Tarot Nano. Я считаю, что его следовало бы сделать немного ниже. А вот новый бокс от Joyetech меня очень порадовал. Несмотря на ширину 25 мм, по ощущениям руке он меньше и легче, чем VTC Mini. AL85 ощутимо толще Pico, но зато он позволяет использовать атомы шириной даже 25 мм, и у него просто волшебная нажимная кнопка, которая очень удобна. Еще одним приятным сюрпризом для меня было то, что Joyetech наконец-то сделала довольно неплохой бак. Он имеет удобную заправку, неплохой объем и полностью совместим по испарителям с баком SMOG TFE8 Baby. Внешний вид с комплектными баками. Напоминаю, что все бокс-моды также можно приобрести и отдельно. Вид с баками диаметром 22 мм. Tarot Mini Imha немного высоковат, остальные просто отличные компактные варианты на выход. Что удивительно, несмотря на свою компактность, Prima Mini, G80 и AL85 отлично сочетается с широкими атомами 25 мм. На Tarot Mini можно использовать максимум 24 мм, а на Pico только 23. Что же выбрать? Vaporesa Tarot Mini единственный может работать в режиме варивата на сопротивлениях от 0,05 Ом. Он удобный, качественно сделан, но самый высокий и неустойчивый на столе.
Атомы 24 мм в принципе использовать на нем можно, но они немного выступают со сторон. Также неудобно нажимать дополнительную кнопку режимов. Она немного утоплена и слишком мелкая. Smog G80 мод неплохой, компактный и удобный, но у него кнопки слишком близко расположены, и при нажатии Fire вы постоянно будете ощущать пальцем также и островатые кнопки плюс-минус, что немного может раздражать. Также у него довольно бледный экран, плохая покраска и самая слабая автономность. Smog AL85 имеет большой экран и немного более навороченную плату, чем у G80, очень эргономичную и приятную нажимную кнопку Fire. По высоте он как пика, но немного шире, что позволяет использовать широкие атомы. Из придирок могу отметить, что вес у него также ощутимо больше, чем у пика, плохая покраска, и мой экземпляр немного перезаряжает аккумуляторы, чего быть не должно в принципе. Пика Resin, благодаря новому материалу корпуса, ощутимо легче обычного пика, поверхность красивая, матовая, не маркая, теплая и практичная. По ощущениям в руке он гораздо приятней и менее скользкий, чем обычный пика. Это самый легкий и низкий мод, который удобно носить в кармане. К тому же он самый автономный. Из минусов могу отметить, что нельзя использовать атомы шире 23 мм, он имеет неудобно расположенные кнопки плюс-минус и стоит ощутимо дороже обычного пика. Joyetech Prima Mini очень порадовал. Предыдущий однобатарейник от компании был очень удачным, но лично мне в нем не нравилось то, что он был довольно увесистый и немного угловатый. В этот раз компании удалось создать просто такие шедевр. По весу и ощущениям в руке он гораздо лучше, и несмотря на свою сверхкомпактность, можно использовать атомы 25 мм. Даже бак наконец-то более-менее годный сделали. Резюме. Самым удачным я считаю VIC Prima Mini. Остальные бокс-моды тоже отлично работают и будут неплохим выбором для компактной связки на лето. Всем камрадам спасибо за внимание и вкусного нажористого пара.